Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля набийна Мухаммад. Дорогие наши зрители, сегодня опять я с вами, и иншаллах у меня очень интересный гость. Хотел бы вам представить, как мы с вами говорили, что я, иншаллах, буду периодически приглашать интересных и полезных личностей исламской уммы, можно сказать, и, иншаллах, с ними беседовать о важных вопросах, которые в нынешнее время у нас существуют. Я не раз говорил, что мое желание, почему я к этому пришел, потому что я хочу предоставить, чтобы мы развивались дальше. Кто, каким образом и чем может помочь развитию мусульман в наше время, если в общем сказать. Наш уважаемый гость — это наш брат Мухаммад, директор онлайн-школы Умма-класс. Мы не раз говорили об этом. Человек, который очень много лет провел в сфере образования, преподавания, можно сказать. Извиняюсь, если я что-то неправильную информацию предоставлю, вы меня исправите. Узнав о том, что наш брат пришел сюда, в Стамбул, давал интервью, что такой человек полезный здесь, не мог не взять у него интервью, и чтобы он поделился пользой с нашей аудиторией тоже. Хотелось бы предоставить вам слово, наш брат Мухаммад. Хотел бы, чтобы вы так вкратце рассказали о себе. Барак Аллах за приглашение. Очень приятно находиться в вашей компании. И надеюсь, полезное что-то я смогу рассказать, интересное, да, в целом. Я изначально, просто что самое интересное, не планировал работать в системе образования. Моя мечта детства, вот у каждого ребенка, да, у каждого человека есть мечта. Я планировал стать дипломатом-международником. То есть, когда был маленьким, я думал, вот бы мне представлять интересы той родины, где я нахожусь, и договариваться там с другими государствами, там, с другими дипломатами для того, чтобы сотрудничать, мосты. То есть у меня постоянно вот эта ассоциация, налаживание мостов. То есть я, видимо, те, кто меня хорошо знают, они сразу поймут, о чем я говорю. Видимо, это у меня внутри лежит, что я вижу там две точки, я хочу, чтобы эти две точки соединились, и в рамках вот этого созидания, этого развития и так далее продолжалось. И когда я принимал решение по поводу поступления в тот или иной институт, мне так посчастливилось увидеть сплоченную команду амбициозных людей в сфере образования. Я попал в школу, в которой очень слаженно эта команда работала. Меня попросили позаниматься с детьми на дополнительные занятия по математике. То есть они знали, что я математику хорошо знаю. И вот, Мухаммад, мы слышали вот так, это один из этих ребят был моим другом. Помоги, пожалуйста, вот здесь нужно с ребятами позаниматься. Хорошо, никаких проблем, выручу. Один раз пошел, 2 раза, 3 раза к ребятам привязался, и я увидел, что действительно есть от меня какая-то польза в этом плане. А потом, когда я увидел, как работает эта команда, как слаженно она работает, я уже заразился этой идеей. Идея того, что ты делаешь что-то и видишь этот результат. И я думаю, что это, наверное, стало основной причиной, что я, будучи студентом экономического факультета, сразу на 2-м курсе начал параллельно работать в школе. То есть я не стал вуз менять на том этапе своей жизни и принял решение, что я получу параллельно и это образование, это мне не помешает, но и буду и в школе тоже взаимодействовать. И вот так я уже более 20 лет, к моему счастью, занимаюсь воспитанием, обучением детей. Очень много лет преподавал, последние годы занимал различные управленческие должности на разных уровнях, в школах, в региональных органах власти, которые курируют сферу образования. И последний год, с течением обстоятельств, я нахожусь в онлайн-формате. Последний год, да, получается? Да, этот учебный год, он мною проведен в формате директора школы Умма-класс. Получается, ваш предмет — это математика, да? Изначально был. Вообще интересно, это тоже интересная история. Я не люблю математику, поэтому... Интересная история. Дело в том, что я преподавал 3 предмета. Первый предмет, который я преподавал, это был физика.
Вот. Потом я переключился на математику и информатику, и даже в какое-то время у меня был такой нестандартный предмет для обычных школ российских, назывался он «Наука». Это предмет был дополнительным уроком в учебном плане школы, в рамках которого дети проходили самые интересные ключевые какие-то темы из разных наук. То есть я пытался заинтересовать ребят в изучении нашего окружающего мира. Может быть, как естествознание, да, вот условно можно перевести, но на самом деле это немножечко отличается от этого. Поэтому да, в корне, своими корнями я информатик. То есть на хорошем уровне информатику преподавал. И, ну, как я и сказал, что последние лет, наверное, 5-6 я уже оставил это дело и занимаюсь управленческой деятельностью. А вот то, что насчет точек вы сказали, в этом, я думаю, вот то, что вы говорите, что связать именно то есть, ты когда видите две, да, да, точки, да, мосты, именно, да. мосты именно соединять. Честно сказать, у меня тоже такое есть. Я все время, у меня дедушка, рахимахуллах, такой был. Кстати, он был директором школы около 40 лет. Он тоже преподавал. Конечно, он был, литература у него была, если не ошибаюсь, да, русский язык и литература он преподаватель был. У меня дяди, тети, все вот, образование, то есть преподаватели были дома. Но я не люблю преподавать детям, у меня не получается, это терпения не хватает. А так, в общем, мне это тоже нравится. Вот я бы хотел у вас спросить, наверное, больше про онлайн-образование. Вообще, как вы решили вот прийти к этому, то есть именно начать, вот просто вот, например, преподавали, вы устали от этого, то, что ходить в школу все время, вот это, или же, вот причина, почему именно онлайн-школа? Вообще ответ на этот вопрос для меня, он в принципе прост, хотя внешне кажется как-то, 20 лет человек работал в обычных школах, и как это вдруг меня там угораздило, условно говоря, да, переключиться на этот формат. Постеснялся сказать. Ну, в этом формате, конечно, я могу сказать следующее. Сам проект «Умакласс», он ориентирован на охват детей, его там школьников и учителей и так далее на уровне земного шара. То есть я увидел этот проект как глобальный проект. То есть для меня даже, как сказать, сравнить его там, условно говоря, с каким-то проектом, который до сих пор я там условно в жизни реализовывал, я не могу, не с чем сравнивать. Почему? Потому что я работал в региональной школе. Это один регион. То есть, например, та же Республика Дагестан. Да, со всего Дагестана мы привлекали детей, обучали их, давали им достойное образование. Сейчас они уже все взрослые, состоявшиеся люди, работают на различных должностях, и мы регулярно и в интернете, и в сети интернет регулярно, и воочию, когда видимся, я даже вот встречаю, как бы говорится, взрослых дядей, там, тети и так далее, и они говорят: вы меня не узнали? Я говорю: извини, говорю, не могу узнать. Меня-то все узнают, Всевышний меня одарил такой внешностью, что меня легко узнать. А он говорит: я ваш ученик, я вот с вами там и так далее. Я говорю: машаллах. И вот когда я узнаю, чем они занимаются, я искренне радуюсь за них, потому что как бы у нас задача же тогда стояла не документ об образовании выдать ребенку, а чтобы этот ребенок нашел себя в жизни. Поэтому, когда вопрос стоял выбора онлайн-формата, скажу сразу, когда мне поступило это предложение по поводу онлайн-школы, я для себя поставил вот как бы такую цель. Я хочу посмотреть, какая цель, какая задача стоит у этой школы. Что эта школа хочет привнести в наше общество, какие цели она преследует. Да. И когда я увидел, что основная цель этой школы — дать образование детям на русском языке в соответствии там, со стандартами, то есть, по сути дела, решая проблему и помогая тому же, на самом деле, и государству тоже. Да. Потому что есть люди, которые проживают за пределами России, есть люди, которые проживают в России, то есть с разными условиями люди у нас учатся, и сейчас это я уже понимаю более глубоко, я подумал, для меня это новый вызов.
То есть онлайн-формат — это новый вызов в формате глобализации. То есть сейчас мир, вот я, наверное, не дадите мне соврать, если я скажу, что сейчас мир превратился вот в такую маленькую деревню, и ты в любую точку нашей планеты ты можешь полететь в мгновение ока. Вот самый банальный пример. Раньше для того, чтобы совершить малое и большое паломничество, люди за полгода, за какой-то длительный период уже прощались со всеми родственниками, вот, там просили прощения и так далее, что вот, потому что была вероятность, что не вернется, условно говоря. Сейчас буквально в течение 2,5–3 часов, ну, у нас, по крайней мере, с нашего региона, можно туда вылететь, и, альхамдулилля, можно это совершить. И вот в этих масштабах я понимаю, что за этим будущее. То есть ни одна обычная офлайн-школа, она не сможет такой охват обеспечить. Масштаб, вот этот масштаб. Я думаю, что онлайн в этом плане, вот мы сейчас, общество сейчас обсуждает, что лучше, онлайн или офлайн. Все зависит от конкретной специфики, ситуации и задач, которые перед собой родитель ставит. Вот если родителю, который находится в высокогорном ауле, он находится в каком-то селе, населенном пункте, и он понимает, что там, где он находится, нет тех ценностей, которые он хотел бы привить своему ребенку, нет той атмосферы, которую бы он хотел погрузить своего ребенка. Онлайн-формат — это прекрасная возможность. На расстоянии вытянутой руки у тебя есть возможность получить качественное образование. Ты для этого не должен огромное расстояние пересекать. Раньше что делали? Для того, чтобы знания получить, люди переезжали, локации меняли. Да? Сейчас ситуация настолько кардинально меняется в последнее время, что необходимость в смене локации, она снижается, эта необходимость с каждым разом. Понял. Как вы видели, я телефон убрал, потому что мы с командой делали вопросы до того, как бы начать беседу. Но мне ваша беседа до такой степени стала интересной, что я решил сначала задать свои вопросы, чисто свои вопросы, которые у меня возникли, не доходя до онлайн-школы. Я чуть-чуть наберусь наглости, у меня русский язык не очень грамотный, я сам научился ему. Поэтому скажу, что мои вопросы вполне возможно будут чуть-чуть провокационными. Надеюсь, иншаллах, вы примете их более... Первый мой вопрос, который я задаю как специалисту в этой области, человек, который провел свою жизнь и практики в сфере образования. Если бы вам, не будем считать, что сейчас существует какой-то образ преподавания и уроков каких-то, да, если вам предоставят, скажут, никто вам ничего не скажет, вот просто выберите школу, постройте, какие бы вы предметы убрали и какие бы вы предметы добавили? Мы говорим про светскую школу. Действительно, такой интересный вопрос. У меня, ну, как сказать, этот вопрос не застает меня врасплох. Почему? Потому что я изначально, как только сам вступил в сферу образования, у меня была мечта. Локальная мечта на уровне там, Дагестана, потом я думал на уровне хотя бы Северного Кавказа, создание некой такой школы, в которой мы даем образование детям из разных населенных пунктов, какие бы возможности материальные, финансовые, там, технические не были у этих семей, чтобы мы давали возможность этим детям получить качественное образование. И я думал над этой программой образовательной. Я убежден в том, что для того, чтобы дать качественное образование, нельзя зацикливаться на классических примерах названия предметов. Например? Физика, химия и так далее. То есть, да, их так назвали, потому что нужно было государству как-то упорядочить это все, назвать, учебники издать, методику создать. Смотрите, для того, чтобы реализовать, это уже другой вопрос, да, кто-то, ну, учителя нужны там и так далее. Но если вот по предметным областям максимально приблизить те знания, которые ребенку могут пригодиться, и не называть предмет физика, химия и так далее, а наверняка, ну, вот есть финская модель. В финской модели образования дети погружаются в какую-то ситуацию, и в рамках этой ситуации они рассматривают 5-6 разных наук. Например, проблемы демографии. Уважаемые ребята, сегодня мы будем с вами обсуждать проблемы демографии. Ну, вроде какой там, да, демография. Это что? Оказывается, там и проблемы истории, и проблемы географии, локации, и проблемы там биологии, и проблемы там обществознания и так далее, кучу разных предметов, и вплоть даже до математики доходит. Они начинают это все обсуждать, и у ребенка складывается некое такое
сознание того, что надо же, я сегодня полезные знания получил. К сожалению, нынешние школьники, когда изучают те или иные предметы, не всегда у них складывается это впечатление. По физике я получил 5, по химии я получил 5. А что дальше с этой пятеркой делать? Что дальше делать с теми знаниями, которые я вот ответил на 5? Вот это для некоторых детей тупиковая ситуация. Здесь же от учителя тоже многое зависит. Поэтому, наверное, коротко отвечая на этот вопрос, как я до сих пор не получил ответ. Да, подытожу, что я считаю, что предметов, которые ребенок не должен проходить в классическом понимании, таких предметов нет в школьной программе. В каком плане? Если изучается какой-то предмет, ну, например, название там, этому предмету в школьной программе дали, там, технология, физическая культура, там, не знаю, изобразительное там, искусство и так далее. Нужно понимать, какая цель у каждого этого предмета. То есть вы имеете в виду состав поменять этих предметов? Да, подход. Подход, состав. То есть какая цель? То есть в конечном итоге, что мы хотим от ребенка получить после изучения этого предмета. Вот это все можно преобразить. Я считаю, что это возможно сделать, если такой целью задастся. У меня есть один вопрос, но перед тем, как его задать, я хочу задать второй вопрос, похожий на это. Считаете ли вы, что нужно сократить годы обучения, не 10-11 классов, что он заканчивает это? Да, я считаю, но это не для всех детей. Не всем детям подходит такой быстрый формат. А как вы думаете, максимум сколько должно быть? Если не хотите, можете не отвечать. Максимум сколько лет? Сколько классов он должен Сколько класс должен учиться? На этот вопрос не просто ответить, потому что кто принял решение, что ребенок должен обучаться 11 лет? Или 10 классов там, да? Эти решения были приняты учеными, я так понимаю, педагогами в определенный промежуток исторических событий, когда вот принималось решение о программе, так, нужен еще 1 год, нужен еще. Есть же страны, где 12 классов дети учатся. Есть страны, где 3 до сих пор. Да, вот как бы. Я считаю, что для того, чтобы вот прям качественно отработать, есть вот по уровням я делю, есть начальное образование, есть вот среднее общее образование. Начальное образование и среднее общее образование, ну как минимум по 4 года, я считаю, что вот минимум это нужно, опять-таки для тех детей, кто мотивирован и способен это адекватно и с этой скоростью воспринять. Например, есть дети, которые не могут с такой скоростью эту информацию воспринимать и переваривать ее. Поэтому всех под одну гребенку ставить это очень сложно. Я не знаю, как вы воспримете меня, я просто хочу задать этот вопрос тоже. Не буду ли я в ваших глазах выглядеть невежественным, если я скажу, что я против половины предметов, которые сейчас существуют, и считаю, что они вообще не нужны детям, всем, можно сказать, детям. И также я против того, что они должны учиться 10-11 лет своего времени, тратить на эти школы. Опять же говорю, не буду ли я выглядеть невежественно, если я так думаю? Почему? У меня есть свое видение в этом области. Я очень, так можно сказать, это слово, наверное, будет неправильным, радикально отношусь к современной медицине, не во всех сферах, и в современном как бы образовании. Мы и так-то очень коротко живем в наше время, и очень много соблазн, очень много заблуждений. Ребенок просто так 16 лет, 18 лет своей жизни отдает, и ничего взамен не получает, и какая-то рабская система, даже не рабская система, наверное, я неправильно выразился все-таки, это как робот ребенок начинает выглядеть. То есть он просто становится роботом, которого учат подчиняться все время, отпрашиваться, выходить, садиться. Еще раз говорю, я хочу, чтобы вы развеяли мои сомнения. Вот уже та гипотеза, которую я сказал по поводу того, что там начальная школа и по 4 года и так далее, она практически сейчас уже реализуется. Есть у детей возможность вот сейчас на данный момент после 9 класса получать какое-то образование, диплом и уже начать работать, условно говоря. Где это сейчас? Существует это? Да, в России такая система работает. Я даже подозреваю, что и в Турции тоже эта система есть, где, хотя нет, я могу ошибаться. Да, я могу ошибаться. В России такая система есть, когда ребенок после того, как заканчивает 9 класс, он сразу может идти в какую-то профессию. То есть не тратить еще 2 года. В Казахстане у нас тоже есть.
да, не тратить еще 2 года на то, чтобы где-то сидеть для того, чтобы поступить там в институт, условно говоря. Многие прибегают, сейчас это стало таким трендом, профессиональное образование. Я считаю, что это недооцененный сегмент, и его нужно очень хорошо, то есть вот как раз-таки вот вопрос невежества и так далее, ну, я думаю, что я подтвержу факт того, что сокращение количества времени на то, которое ребенок должен проводить в школе, да, получать образование и так далее, там есть 2 аспекта. Первый аспект — это физиологические особенности ребенка. Он должен сначала окрепнуть, прежде чем вообще... Как бы я считаю, что когда в профессию ребенок уходит, это уже взрослая жизнь, даже если ему там 16 лет и так далее. Почему? Потому что там уже некая степень ответственности, ты уже какую-то работу, задачу выполняешь и за это получаешь, там, условно говоря, какое-то вознаграждение. Поэтому в этом контексте, ну, в принципе, не противоречит, наверное, мой ответ вашему запросу. А вот в контексте предметов, нужные или не нужные, ну, тот многолетний опыт в системе образования, вот у меня есть опыт работы в школе, в которой не было половины предметов, которые есть в обычной, в стандартной школе. Такой опыт есть. И скажу честно, отсутствие определенных предметов накладывает некий барьер на ребенка, когда он выходит во внешнюю среду. То есть получается, да, он может сказать, я этого не знаю. Ну это же не нужно бывает. Я вас перебил, извиняюсь. Вот, например, Да. пример просто мне интересно. Вот Нет, какой он пример? может сказать, я этого не знаю. Но давайте вот не будем себя обманывать и себе врать. В чем проблема, вот я в этом убежден, в чем проблема и, наверное, боль уммы? Ни для кого не секрет, расцвет науки и вообще прогресс человечества на какой период пришелся? Это вот 12-13 века, да, когда исламские ученые... 10 век. Да, 10 век, вот Авиценна, Все 10 век. да, вот Аль-Харизми и так 10-11 далее. век. И даже, наверное, если сейчас я это скажу, для многих это будет прямо такой новостью, что камера, слово камера, да, это на самом деле арабское слово, Да. и были эксперименты. Алгебра, все это, да. Да, то есть корень-то туда уходит. И те открытия, которые были в то время сделаны, они, посмотрите, мы до сих пор пользуемся арабскими цифрами, Да. и так далее. К чему я говорю? К тому, что вот эта жажда знаний, которая двигала вот этими людьми, они привлекали, и вот если как бы, я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, они привлекали ученых со всего мира. Труды туда ездили в разные страны, оттуда что-то забирали, изучали и так далее, и максимально эффективно это все использовали. Использовали это таким образом, что до сих пор отголоски мы вот всех этих результатов чувствуем. Я считаю, что мы тоже должны погружаться в это дело. И нужность, ненужность, если правильно преподать, если правильно методику разработать, то вот этот вопрос, он автоматически отпадет. Когда вот в классическом, вот в том понимании, в котором сейчас эти предметы преподаются, да, логичный вопрос. Зачем? Но если правильно подобрать методику, доказать практико-применимость вот этих знаний, где он может эту ту или иную тему, там, не знаю, направление, которое он изучил, применить, это совсем другое дело. Я убежден в том, что подходы нужно менять. Вот эта классика, вот эта массовость, когда 30-40 детей в классе, и ты им даешь эти знания, и ты убеждаешься в том, что половина детей все-таки эту информацию, она не воспринимает так, как учитель запланировал ее передать. Это проблема на самом деле. Я думаю, что с этой проблемой не один год мы будем, как бы, не то чтобы бороться, наверное, над этим думать, ломать голову, как улучшить, повысить это качество. Мое возражение на самом деле не к тому, что она нужна или не нужна. Однозначно она нужна. Именно вот тот как раз таки период, который вы говорите, расцвет всего, что мы сейчас пользуемся,
если вернуться посмотреть, как они это делали, это зачем, вот я сам себе задаю вопрос, может быть, где-то эти вопросы прозвучали ранее, там, в меди, но это реально тот вопрос, который я все детство себе задавал. Зачем мне, человеку, который очень сильно любит историю всю жизнь, самый лучший мой предмет — это история. Зачем мне физика? Я не люблю ни физику, ни алгебру. Мне до 5 класса этого было достаточно. А все это остальное до 10 класса, она меня просто побудила к отвращению нынешней вот этой. И я извиняюсь за то, что такие слова использую. То есть сама суть к тому, что я не против. Кто хочет дальше, пусть берет. Но не всех же детей. Вот у меня, кстати, один из моих вопросов тоже будет это. У меня старший сын, у него чуть-чуть ЗПР. Вот мы чуть-чуть опаздываем с его. Это у него 6 лет, и мы говорим, еще 1 год задержим и на сину. Вот как этому ребенку в школе, как вы сказали, 30-20 детей, как он будет один? Он же не обязан именно. Он любит рисовать. Он может стать очень хорошим художником, да, например. Зачем из художника делать там, его время тратить на алгебру? Вот поняли, да, мои мысли? Да. Ну, я вот твердо убежден, что каждый предмет — это прекрасная возможность познать всю красоту и мудрость Создателя. Физика. Вот, знаете, ответ на ваш вопрос, вот сейчас то, что вот эта реакция были вот на эти предметы и так далее, нужность, Да. ненужность, 99,9% того, любит ребенок этот предмет или нет, зависит от учителя. А Учитель, от программы? Вообще, даже программу забудем. У меня был опыт, когда еще, это было до внедрения в ГОС, федеральных стандартов в России, до 2010-го, начала 2000-х, конец 90-х годов, когда вот я, работая в школе, самостоятельно сел и начал разрабатывать программу по информатике. Дело в том, что на тот момент не было новой, свежей, отвечающей тем, как говорят, тому времени программы по информатике. И я ее сделал немножко сложно, да, мне потом дети, мои ученики признавались в этом. Вместе с тем, сложность в каком плане? В том плане, что она соответствовала нынешним реалиям, то есть ребенок, который изучал эту тему, он мог сразу в жизни где-то это применить, сделать, использовать. И потом, конечно же, они это с благодарностью вспоминали, потому что в ВУЗе им уже на уроках информатики делать было нечего, то есть они эти материалы уже прошли. Вот я к чему говорю? К тому, что если вот этот творческий подход и потенциал максимально можно было бы масштабировать и применить в разных школах, я думаю, что немножечко по-другому красками заиграли. Но я понимаю прекрасно, что когда массово, это все, массовый продукт, он реализуется, это очень-очень непросто сделать. Поэтому я думаю, что будущее как раз-таки за этим форматом онлайн, который позволяет вот эту индивидуализацию учесть. То, о чем говорили, что вот есть ребенок, у него свой темп, у этого ребенка свой темп, у этого свои интересы. И ты, как, извиняюсь за, значит, выражение, шведский стол ты выбираешь. Я хочу вот это, я хочу вот это, я хочу вот это. Да, вот будущее образование за этим. Ты подбираешь это все. Но вместе с тем, когда ты, например, физику не выбираешь как физику, сейчас вот я, ну, как говорится, даром ясновидения не обладаю, в том плане, что я не знаю, как этот предмет будет называться через 5-10 лет. Возможно, так же будет называться, а возможно, название поменяют. Я выбираю другой какой-то предмет, но я понимаю, что в рамках другого предмета некоторые темы из физики тоже затронут, потому что они смежные, похожи. Есть такое понятие, как межпредметная связь. Когда ты изучаешь математику, параллельно и по химии, и по биологии тоже какие-то темы есть, связанные там, да, с математикой, с этим предметом. И ребенок понимает, надо же. То есть он не воспринимает это как отдельные предметы, он это воспринимает как жизненную ситуацию. Будущее образование за этим. Тогда не возникнет ни у родителей, ни у детей вопрос, зачем мне это или то. Вот зачем. Мы показываем, зачем это нужно. У меня вопрос. Как вы думаете, вот как раз таки, я так как бы чуть-чуть ответ знаю, но я бы хотел ваше видение видеть в этом вопросе. Я знаю с точки зрения истории, а я бы хотел видеть, как вы видите вот это. Вот в то время, когда как раз таки рассвет вот этих всех знаний появилось, вот весь восточный мир, можно сказать, с Багдада это началось, потом с Хорасана, когда началось развитие вот этих всех технологий, вот эти все изобретений. Как вы думаете, какое тогда было образование? Тоже 10 классов или же какие предметы? Те же физики, вот такие тоже были? Или их просто отпускали? Вот. Ну, скажу сразу, я не историк, поэтому
из того, что я знаю, я уверен в том, что там вопрос даже не в годах, там сколько лет и так далее. Я так понимаю, что если вот человек занимался изучением там звезд, там еще чего-то, он этим занимался всю жизнь. Понял. То есть правильно ли я понимаю, что тогда не делали разницу между исламским образованием и наукой, условно Не говоря? делали. То есть это все проходилось в рамках какой-то одной цельной программы. Да. Вот. Я могу ошибаться по поводу, там, условно говоря, какой-то срок, в рамках которого учебная программа проходилась. То есть эту тему, ну, глубоко у меня нет в этом плане экспертности, да. Хотя, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что можно немало интересного и полезного подчеркнуть оттуда в рамках обычных общих предметов, не только исламских. Потому что они же добивались успехов. Наверняка там есть определенная формула, поэтому... Я извиняюсь, что я такой вопрос задал. Может, многим покажется, что я как-то испытываю ваши какие-то знания. Нет, Да, ничего. Я не для этого задал вопрос. Я хотел как раз таки подчеркнуть один образ. Сын президента Турции 2 года назад меня позвал в гости с определенными людьми, и я тоже туда пошел. И у него здесь есть школа, называется Палец Окулара. Школа Палет называется. Несколько школ, он есть свои. Вот эта школа мне чем понравилась, я зашел туда, когда он нам показывал эту школу, она как огромный дом. Я просто хочу ваше мнение про это тоже узнать. Она как огромный дом, и классы, нету там парт. Вот есть такие стулья, где дети сидят. И учительница рассказывает, она там в школе у них принято не приказывать ребенку там, она должна, вот как вы сказали, что это зависит 99% от учительницы, да? Она делает так, что дети вот с открытым ртом ее слушают. Я то, что увидел. То есть она полностью делает все для того, чтобы заинтересовать ребенка. И он нам рассказывал, что изначальная цель этой школы была так, что до определенного года, а потом больше всего, то есть до 5 лет он учится, там, всех предметов, в общем, они составили свою программу и по физике, и по химии, и по математике, все. А потом, когда он проходит, говорят ему теперь, и учительница замечает больше всего у ребенка уклонность в какую часть, там, он хочет стать художником или историком, или там, я не знаю, математиком. И в эту, другие уже классы уже в этом формате они двигаются. То есть имеется в виду, они развивают, то есть другие классы уже не будут. Но так как образование здесь так не позволяет, им они все-таки начальное, среднее и как бы у этих детей образование они сделали все-таки. Ну, я, например, за такой образ. То, чтобы ребенок до 4 или до 5 лет учился приблизительно всем предметам, а потом его как бы по его специалистике как направляли. Как вы думаете про это? Я думаю, что в истории так было. Раньше, вот в Багдаде и при сельчуках великих, когда в Хорасане было, в Тебризе, они вот такое образование было у них. То есть ребенка ни к чему не принуждали, ребенок сам это делал, в них вот это появлялось. Вообще, если я не ошибаюсь, в те времена быть учеником, получать знания, это было очень престижно. Да. И по сути дела, я там могу ошибаться, но как я помню из тех источников, куда я это читал, где-то рассказывали, для семьи это было прямо вот целая церемония, провожает на то, что получение знаний, ты вот наш, как говорится, светоч и так далее, ученый нашей семьи, гордость, все такое. То есть это было действительно очень, был действительно очень высокий статус. И у учителей высокий статус был, и у учеников. Там даже, по-моему, и ученичество какие-то уровни тоже, наверное, были, скорее всего. Там начальный ученик, стадия, там следующий и так далее. Сейчас там мы на классы делим детей. Скажу так, методики, уникальные методики передачи знаний, вот то, что сейчас пример вы рассказали, вот они, Да. есть и другие, в которых даже в России такие школы. Сейчас они работают или нет, я не могу сказать, но в 90-х, 2000-х годах точно были такие школы, где дети смешанные, то есть дети разного возраста в одном классе сидят, и вот на каждом уроке кто-то из детей готовил тему там, по математике и так далее, выходил в качестве учителя и рассказывал эту тему.
То есть он готовился как учитель, и они вот так менялись местами и так далее. Вот, есть различные названия у такой методики, и вот эта школа, условно говоря, вот показала результат разностороннего развития. Но здесь вопрос, когда мы говорим, это хорошо или плохо, мы должны опираться на массовость. Массово это подойдет всем или нет. Я убежден в том, что для того, чтобы говорить о массовости, нужно хотя бы, наверное, несколько поколений выпускников, чтобы через эту школу прошли, нашли себя в жизни, реализовали, и ты увидел вот 30-летнего, там, может быть, чуть помоложе, молодого человека, молодую там девушку, да, у которой есть семья, работа и так далее, что они себя нашли в жизни, и они прошли через именно вот такую методику. Вот тогда мы можем говорить, да, действительно, это рабочая схема. Сейчас, да, ребенок что-то получает, знания, он может обратную связь давать, а что будет дальше? Вообще школа про что? Школа на самом деле это не про здесь и сейчас. Школа это про 15-20 лет после школы на самом деле. Ты получаешь это образование, а дальше кем ты будешь дальше, чем ты будешь дальше. Даже вопрос не кем, чем ты будешь дальше. Ты будешь приносить пользу обществу, ты будешь приносить пользу своей семье. Вот эти ценности закладываются или нет. Я считаю, что школа, она должна семье помогать в реализации тех ценностей, которые семья позиционирует. То есть, если семья говорит, что нужно быть честным, справедливым, нужно быть достойным членом общества, то и школа должна помогать. Мы понимаем прекрасно, что вот нынешние школы, им это очень непросто дается, обычные школы, потому что там очень большой объем нагрузки, большое количество детей, и индивидуальный подход к каждому ребенку организовать это практически невозможно, очень сложно. Я честно скажу вам, пусть не звучит как комплимент, мне уже очень долгое время не было так приятно общаться с кем-то, как с вами, и полезно. Я очень много чего для себя узнал, и даже скажу зрителям более, что поменял в своем сознании очень много тех вопросов, которых я на них не получал ответы. Надеюсь, они тоже. У меня очень много вопросов по этой теме, но все же давайте спросим то, что наша команда приготовила нам вопросы, потому что им тоже интересны некоторые моменты. Вот неужели, один из вопросов, кстати, он тоже мне очень важен, неужели вот живое общение с детьми можно заменить, вот, извините, медиа, да, то есть вот, онлайн. Виртуальным общением. Виртуальным. Вот это как можно донести? Я до сих пор не могу понять. Вот ребенок маленький, вот, например, мой ребенок, я сейчас представляю, он перед компьютером его поставить и заинтересовать его. Не будет ли сложно это? Специфика, хороший вопрос, который, да, многих волнует. И скажу так, специфика онлайн-образования, онлайн-обучения характерно тем, что дети младшего школьного возраста на начальном этапе, вообще человеческое существо, Всевышний так создал человека, что он легко адаптируется под любые условия, под любые изменения. Вот как бы реально, вот ты его, не знаю, в темное место, там, в светлое место, в холодное, в горячее и так далее, он адаптируется, он найдет. Вот как люди некоторые на скалах дома строят, некоторые в пустыне дом могут построить и живут там спокойно, в лесу могут дом построить и живут там спокойно. То есть человеческое существо, оно способно адаптироваться, но малыши на первоначальном этапе, им нужна взрослая поддержка, сопровождение. То есть я говорю о том, что вот, дети вот маленького школьного возраста, родители на первых этапах, они обязательно бывают рядом, условно говоря, для того, чтобы период адаптации вот этот прошел. Потому что виртуально ты же не можешь, там, не знаю, погладить по голове, там, не знаю, подойти, сказать какую-то, там, ну, чтобы он почувствовал, там, не знаю, твое присутствие, условно говоря. В этом плане это непросто. Ну, давайте для того, чтобы ответить на этот вопрос, сделаем такую аналогию, что онлайн и офлайн вопрос не инструментария, вот, то есть вопрос не того, ты здесь этого человека видишь или на экране, вопрос того, какое воздействие этот человек на тебя оказывает. Рядом с тобой может находиться учитель, который тебя никак не трогает. То есть он здесь есть, его здесь нет, ты ждешь звонка. Поскорее бы звонок был. На экране есть, вот, лишь бы не закончился урок. Так, ну, как бы мне очень импонирует этот учитель. Поэтому
Человеческая сущность, она такая, то есть нельзя нам под одну гребенку ставить живое общение и неживое. Я считаю, что виртуальное присутствие учителя в режиме реального времени, не в записи, именно здесь и сейчас он тебя видит, это просто величайшая милость Всевышнего, которая открыта именно нашему поколению. Вот, когда я, находясь в одной точке планеты Земля, могу общаться с детьми с 4 континентов, с 15 стран, условно говоря. И эти люди, эти дети, у них есть свое окружение там. Это вот если там сетку такую нарисовать, представьте себе, да, какое-то взаимодействие идет, и они как могут воздействовать на то общество, в котором они сами находятся. Поэтому, коротко, если подытожить, живое общение не всегда является решением всех вопросов, виртуальное общение не всегда является нечто таким абстрактным и ненужным. То есть это две крайности. Каждый человек, он получит и от живого, и от виртуального ровно столько, сколько он будет отправлять запрос. Вообще обучение, я думаю, что и в исламе тоже, должен быть запрос от того, кто получает знания. То есть он должен запрашивать, дай мне эти знания. То есть подход, я так понимаю, что ислам нас этому же учит. Да. Мы должны запрашивать, мы должны брать. Так и говорится. Вот, требовать. Да, то есть мы хотим, дайте нам эти знания. Вот это правильный подход, а не так. Ты садишься, так, а ну-ка, дайте, не дайте, а вот и ждешь, пока тебе кто-то эти знания принесет. Там. Так это не получится. Я думаю, что успеха добиваются те дети, которые требуют эти знания. У меня есть одна просьба к вам. Это сейчас, хотя перед этой просьбой надо, наверное, задать вопрос более, потому что я хочу, чтобы этот вопрос сделать так, чтобы многие люди обратили внимание на это. Я думаю, что вы ответите так, как я думаю, но все же я хочу задать. Есть сейчас огромная проблема родителей с аутизмом. Дети появились как аутисты, и их в обычной школе невозможно отдать, как они говорят. Есть дети с ЗПРом, как у меня сын, да, то есть он не аутист, но все-таки запоздалое развитие из-за того, что они сидят в гаджетах, не социальные, родители с ними или что-то еще, да, там неправильное питание, все, что они кушают. Как вы думаете, вот 20 лет вы преподавали, ранее их было больше или сейчас их больше? Здесь секрета, я думаю, ни для кого нет, что количество таких детей с каждым годом в геометрической прогрессии растет, к великому сожалению. И на это есть очень много разных причин, как минимум ухудшение экологической ситуации вообще в мире с каждым годом. Про экологию, если даже ее в сторонку убрать, сам образ жизни людей, мы благодаря этим технологиям, наверное, если вот 100 лет назад сделать сравнение и нынешнее, в несколько раз как минимум меньше двигаемся. Вот отсутствие вот этого движения, оно, вот представьте себе, вот вспомните хотя бы сейчас одну организацию, в которой люди не работают, сидя за компьютерами. Все бюджетные организации, государственные организации, да и частные, без разницы, все сейчас, мы говорим, там, подрастающее поколение гаджетами пользуются, на телефоне сидят. Мы сами все сидим на этих гаджетах, телефонах, мы зарабатываем на жизнь и так далее. Тот же самый онлайн-формат. Поэтому, чтобы в эти крайности не впадать, нужно, есть такое понятие, как тайм-менеджмент, то есть человек, он должен каждую секунду, каждую минуту своей жизни, он должен максимально эффективно использовать. Если нужно телу это движение, значит, это движение телу нужно обеспечить. Пробежку ты сделаешь, чем-то другим будешь заниматься. Поэтому, что касается детей, то прекрасная возможность, получается, онлайн-формат дает, так как там индивидуализация будет для этих детей, но с другой стороны, какой бы ребенок ни был, мы прекрасно понимаем, что и такие дети, и другие дети, они все должны какой-то активный образ жизни вести. Я хочу еще раз подчеркнуть, что онлайн-образование, вот у многих такое ощущение складывается, онлайн-школа, все, мой ребенок, он, извиняюсь за выражение, вырастет овощью. Вот все, ни такой, ни сякой. Друзья мои, онлайн-образование — это всего лишь такой малюсенький инструмент для того, чтобы достичь цели. Этот инструмент находится на расстоянии вытянутой руки. Возьми, используй его. И все.
Это не замена жизни, это не замена функциональной деятельности организма человека и так далее. Это всего лишь инструмент, который нужно здесь и сейчас максимально эффективно использовать. И если вот это понимание правильно будет, и не слагать себя, не, как говорится, не слагать себя ответственность за то, что остальную часть жизни ребенка, эту часть ты как родитель, ты как человек, который отвечаешь за его жизнь и так далее, эта ответственность на тебе находится. И ты должен думать над этим, а не убеждать себя в том, что отдавая в какую-либо ни было школу, эта школа, та, офлайн, онлайн, без разницы, что школа эту работу за тебя решит. Она облегчает сильно ситуацию. Она вместо тебя, вместо родителя дает знания ребенку. Да. Какие-то ценности, какое-то воспитание. Это замечательно. Мы за это должны воздавать хвалу Всевышнему, что есть такая возможность. Но с нас же эта обязанность и ответственность не снимает с родителей, как с родителей. Поэтому 90% как бы система воспитания ребенка проецируется с родителей. То есть они считывают с родителей паттерны поведения, как себя отец ведет, как себя мать ведет, как вообще ситуация в семье, какая в целом, в общем. И только 10% со школы, потому что они живут с родителями, Да. и они это видят каждый день. Вам доводилось работать с такими детьми, преподавать им? Самому нет. У меня как бы на моем опыте, просто я большей частью своей педагогической деятельности работал в школе, в которой дети поступали, сдавая вступительные испытания. Это был такой, как сказать, ну, сильной мотивацией и так далее, поэтому мне лично самому непосредственно вот, не удалось, к сожалению. Тоже я считаю, что это очень такой, был бы хороший и ну, очень нужный опыт для меня, как для управленца. Но слава Всевышнему, в моей команде есть люди, кто имеет этот опыт, и они знают, как качественно дать обратную связь. Да, я ознакомливался с вашей командой, очень все грамотно, честно сказать. Сама методика и образование, несмотря даже на то, что это онлайн, мы же несколько раз советовали вашу школу, вот это все. Мне, честно сказать, очень сильно нравится. Но хотелось бы последний вопрос по этой теме задать еще. Надеюсь, я не сильно вас утомил. Вопрос: считаете ли вы нужным или же возможным, что такие дети особенные, они могут учиться с обычными детьми, которые нет таких? Я не могу дать такой один обобщенный ответ. Почему? Потому что кто бы что бы ни говорил, да, диагноз какой-то могут там врачи поставить. Это вот такое, это сякое, там есть дислексия, дисграфия, дискалькулия там и так далее. Вот то, что вы там назвали, перечислили. Каждый ребенок уникален, и вполне возможно, что какой-то ребенок с аутизмом, какой-то ребенок с ПЗР, он может в этом классе. То есть способен будет это делать. Поэтому ответ на этот вопрос, он лежит именно в индивидуальном подходе. Есть, безусловно, тяжелые формы, когда вот к нам тоже поступают разного рода заявки, и когда мы видим, ну, было несколько таких случаев, когда мы убедились, провели диагностику, убедились, что ребенку будет сложно в классе наравне с остальными, мы предлагаем другие варианты, там, индивидуальное обучение и так далее. Да, согласен с вами, что эта проблема, она актуальна, и она требует дополнительных усилий. К сожалению, да. Вот ребята наши спрашивают, а как же текучка детей в онлайн? То есть в обычной школе человек пришел в 1 класс и с вами до конца. А как дела в онлайн? То есть можно же менять школы? Ваша школа именно. Вообще, ну, скажу так, если ребенок поступает к нам в школу и вообще в онлайн-школу, он практически в большинстве своем он этот учебный год завершает однозначно. Разница, вот правильно подметили, между обычной школой и онлайн-школой, ну, соблазн в том, что в онлайне ты отключаешь компьютер, и ты от этой школы отключаешься, условно говоря. В офлайне так легко это не сделаешь, тебе нужно покинуть это здание и так далее. Если ты хочешь эту школу покинуть, в обычной школе это очень сложно делать, туда нужно ходить, там, заявления какие-то писать, значит, с кем-то там разговаривать и так далее. Здесь намного проще это сделать. Многие родители, они, когда не видят результат сразу, когда не пытаются выяснить причины, почему так получилось, а не по-другому,
они принимают скоропостижные решения. Я думаю, что мы сейчас находимся на этой ранней стадии развития онлайн-формата обучения, когда родительское сообщество тоже должно созревать. То есть оно сейчас не до конца созрело под этот формат. Это вот как, условно говоря, там пришли в магазин там, купить там, тот или иной вид или сорт хлеба, а этот не хочу, я вот этот хочу. То есть они сейчас на онлайн-формате как бы... Ну, я понимаю, почему такое поведение родителей, потому что они обжигаются. Где-то вот здесь это не устроило, где-то то не устроило. Здесь обещали вот так, а на самом деле получилось по-другому. Поэтому это все в очень таком зачаточном, молодом, зеленом состоянии сейчас находится система образования. И я как бы был бы искренне рад, если бы как можно больше опытных людей из сферы образования подключались к этим онлайн-форматам, чтобы там это качество ну, улучшилось, да, на самом деле. То есть там нужны такие люди с опытом. Ребята еще один вопрос спросили, но этот вопрос мне тоже интересен. Вот я, например, помню директора школы. Директор школы у нас был мой дедушка родной, со стороны матери. Поэтому я его помню до 3-го или до 4-го класса. Потом директором школы стал его родственник, получается, мой дядя, ну, дальний, но тоже я его помню. Например, я помню, как он нас ругал, как линейку собирал, там, как давал советы. В онлайн-формате, например, это очень сложно, что ученики не знают директора, то есть главного, который вот в школе, ну, это как я вижу. И это уже давно отошел от школы, как бы. Как быть с этим? Это, вот, как можете это прокомментировать? Ну, на самом деле, вот на примере, да, я могу, это только на примере той школы, в которой я нахожусь, потому что онлайн-формат — это сравнительно молодой формат организации обучения. Ну, как минимум на таких торжественных мероприятиях, которые требуют масштабного участия всех детей, обязательно как директор там присутствую, и дети меня воочию видят в режиме реального времени, общаемся. Вот недавно буквально вот там был последний звонок, когда мы награждали отличившихся там, и благодарность объявляли не только детям, но и родителям, потому что родители большие усилия приложили. И я думаю, что онлайн-формат в этом плане, он практически ничем не отличается. Да, я могу, в принципе, зайти на урок любого класса, но у меня такой принцип, который меня закладывали мои учителя: 40 или 45 минут учителя — это нечто очень тайное и сокровенное. У тебя нет морального права туда залезать, отвлекать учителя, отвлекать вообще, какое-то внимание на себя привлекать. И представьте себе ситуацию, когда директор заходит к учителю на урок, учитель начинает, уже его трясет и так далее, но волнение все равно есть, руководитель зашел. Поэтому я не сторонник того, что вот такие внезапные посещения делать. Другое дело, если есть какой-то открытый урок или мастер-класс, когда он основательно подготовился и там под какой-то шаблон он интересный урок дает, это другое дело. Поэтому я и своим коллегам тоже говорю: ни в коем случае без согласования предварительного с учителем на урок, даже заучим, не разрешаю. Потому что дети имеют полное право на эти 45 минут. Это время детей. Да. И никто не имеет права это время забирать. И даже у нас была такая перепалка с родителями, которые жаловались на то, почему мы опаздывающих детей не всегда пускаем на урок, если он по неуважительной причине, например, опоздал. На 5-10 минут ребенок опаздывает, и у нас есть правило, что мы опаздывающих детей, которые регулярно опаздывают и не предупреждают о том, что они будут опаздывать, мы не пускаем, потому что именно опоздавший ребенок, все, извиняюсь за выражение, вот сейчас давайте мысленно представим, поворачивают свою голову в сторону того, кто опоздал, и вот свое время, и учитель, и так далее. В виртуальном формате то же самое. Представьте себе ситуацию: ребенок опоздал, и это же ребенок, он что-то говорит, микрофон включил, так, что мы там проходим и так далее. Это не взрослый человек, который тихо, спокойно подключится и будет там внимательно слушать. Да. То есть там много факторов, и вот я думаю, что, ну, зрители, они поймут вот этот принцип, да? Да. Таинство, сокровенное время, которое, ну, учитель не имеет права ни на что другое отвлекаться. Он должен быть полностью с детьми и все свое время отдавать им. А вы какие-то дополнительные уроки даете в этом, ну, вот в вашей школе, имеется в виду? У нас в планах есть открытие кружков. Мы как бы не стали сразу запускать
все вместе, потому что прекрасно понимаем, что мы не за массовостью бежим, мы хотим качество дать. В этом году мы сделали полную концентрацию на том, чтобы поработать над программой учебной и повысить ее качество. Дополнительные кружки по интересам и так далее, иншаллах, мы планируем в новом учебном году запустить. У нас есть запросы, есть программы подготовленные. А религиозные уроки именно в школе? Не в Именно в медресе? школе есть у нас 5 часов в неделю дети получают основы ислама, и основной приоритет мы там делаем на жизнеописании пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. То, что я люблю. Потому что Саллаллаху алейхи ва саллям. если хорошо изучить его жизнь, я думаю, что Всё на есть. многие вопросы дети получат ответ в своей жизни. Альхамдулилля. Потому что прям в макромире микромиры, то есть микроситуации, которые отвечают, в принципе, на любой вопрос. Брат Мухаммад, я спросил приблизительно те вопросы, которые у меня возникли. Надеюсь, никаким образом я не задел вас и никаким образом не оскорбил, если можно сказать. Но у меня появилась такая мысль. Я надеюсь, что зрители согласятся со мной, что нам с вами нужно будет, наверное, еще раз посидеть и поговорить. Но в этот раз мы соберем, наверное, вопросы зрителей, так как я убежден в том, что у очень многих родителей появятся вопросы. Пусть пишут в комментарии или нам. Лучше будет, пусть напишут в комментариях. Мы соберем эти вопросы. И больше, наверное, 20-30 вопросов разберем. И, конечно, согласовываясь с вами. Вы даете такое, иншаллах, как можно сказать, распоряжение. Так будет, наверное, более полезно, конечно, если мы хотим, конечно, пользу принести, потому что те вопросы, которые вы затронули, именно то расшифровка, которую вы сказали, для себя лично я нашел в этом пользу. Я надеюсь, что многие со мной согласятся, что нужно этот вопрос затрагивать. Это не просто так, что есть у нас альтернатива онлайн-школа к другим онлайн-школам, или же вообще альтернатива, что люди где-то там за границей сейчас находятся и хотят тут, например, я отдам вашу школу, вот я честно говорю, не только потому, что даже если я буду ее в какую-то другую школу отдавать, офлайн, я отдам ее онлайн-школу, потому что я хочу, чтобы мои дети знали как бы русский язык и вот это всю атмосферу СНГ. Поэтому я думаю, что лучше будет, наверное, еще один сделать подкаст или же интервью. Как говорится, в этом плане я открыт для диалога. Я понимаю прекрасно, что тема очень такая острая, и ее нужно обсуждать. О ней надо много говорить. И мы даже, наверное, как мусульмане, немножечко опоздали. Вот я сейчас, когда делал анализ создания онлайн-формата и распространения вот именно такой формы обучения детей мусульман и так далее, я считаю, что мы даже опоздали. Опоздали лет на 10 точно. Вот если бы больше. Вот этот формат, больше это однозначно, просто вот именно во всем мире вот этот рост онлайн-формата, понятно, что пандемия сыграла свое, прямо супертолчок для всех, но до этого супертолчка в начале 2000-х годов, это когда вот в Соединенных Штатах, значит, в Западной Европе и так далее, какие-то зачатки онлайн-формата начались. И только после пандемии во всем мире это просто запустилось. Я думаю, что если бы в начале, вот, хотя бы лет 10 назад мы, вот, условно говоря, с вами встретились бы, то сейчас был бы совсем другой уровень. То есть это не нужно ждать. Вот я задавался вопросом, сколько лет понадобилось сингапурской и финской модели образования, чтобы они выстрелили, чтобы они стали лучшими в мире. Я изучал этот вопрос, не поверите, им понадобилось 30 лет. Сингапуру и Финляндии понадобилось 30 лет, чтобы мировое сообщество признало их систему образования. И сейчас онлайн-формат семимильными шагами идет. 30 лет у нас нет. Потому что 30 лет — это несколько поколений, 3 поколения детей. То есть 10 классов, да? Там, да. 10, 10, 10. И у нас нет этого времени. Здесь и сейчас мы даже уже опоздали, и какая-то часть. У нас сейчас есть дети 9 класс, 11 класс. Но считаю, что они уже во взрослую жизнь, да, где-то окунулись, где-то нет. И ценность получения знания, я считаю, что мы должны на это сделать ключевой упор,
что это должно быть модно, это должно быть интересно, это должно быть в тренде, чтобы Легко. дети мусульман, они действительно получали это образование и понимали, и лучше осознавали окружающую среду, этот мир. Как бы акценты, чтобы правильно расставляли. Иншаллах, будем в этом направлении работать. Что-то хотите передать нашим зрителям по этому поводу? Все, что первое пришло в ум. Сигнал или сигналов или сообщений для передачи, конечно, много. Ну, я как бы сейчас все это собраться мыслями будет непросто. Ну, наверное, могу сказать одно, что верьте всегда, вот я сейчас к родителям обращаюсь, верьте всегда в своего ребенка. Если вы этого ребенка, давайте так, если вы своего ребенка программируете на успех, даже если он что-то провалил, этот ребенок добьется этого успеха. Когда ребенок получает неудовлетворительную оценку, если он ее получил справедливо, то это достоинство ребенка в том плане, что он не стал лукавить, он не стал обманывать, он проявил лень. Да, мы люди, мы можем ошибаться, но следующий этап, то есть у тебя получится, ты справишься и так далее, очень важно. Сейчас дети депрессивны. Почему? Потому что они эту поддержку от родителей не чувствуют. Когда ребенок с чем-то не справляется, у родителей тоже опускаются руки, и они начинают на ребенке вот свои эмоции вымещать, ну как ты мог и так далее. На самом деле очень важна именно вот такая трактовка, то есть программирование на успех. Я думаю, что в контексте учебы это очень важно, поэтому где бы ваш ребенок не учился, в офлайн школе, в онлайн, я думаю, здесь принципиально именно вот это. Я как-то видел интервью нашего брата Хабиба Нурмагомедова, где он рассказывал, как его отец его как бы не ругал из-за того, что вот у него были какие-то провалы в соревнованиях или что-то еще. Я надеюсь, что я правильно видел это, правильно понял его. И вот он как раз-таки рассказывал, что вот то, что вы сказали сейчас, его отец вот как раз-таки поддерживал ему в этом. То есть не самое главное вот этот результат, а то, к чему ты стремишься. Кстати, я слышу, что он ваш ученик, то есть вас учился. Да, мне довелось короткий промежуток своей педагогической деятельности преподавать Хабибу. Да. Я искренне радуюсь за каждого своего выпускника, ученика, с которым мне пришлось как учителю столкнуться. И надеюсь, что и дальше и Хабиб, и другие ученики, они продолжат распространять благое и приносить пользу обществу. Аминь. Прошу Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, чтобы дал нашему брату и его команде благополучие и баракат, процветание, и сделал его полезной для ислама и мусульман, и в общем для человечества. Аллахума аминь. Это те дуа, которые мне сразу ум пришли. Хотелось бы вас поблагодарить и пожать вам руку, если вы не против. Аллаху барик. Спасибо за то, что не отказали и пришли в гости. Вам тоже спасибо, баракаллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.